Здесь никак, как в других странах. Костер нужно разводить, огонь это в первую очередь. Ну а во-вторых, если что вдруг так бы случилось, что крушение самолета, крушение какого-нибудь лайнера, да. Потому что я не очень люблю находиться долго в дороге. Потому что мало ли там ночью можно и задубеть. Вот. Что-нибудь вот такое, зима. Так сказать, я фанатею. Мне интересно это здорово поизучать до сих пор, посмотреть вообще все, что можно в этом мире. И это можно перечислять очень-очень долго. Не может быть так, что где-то там все одинаковое. Я не знаю, я с детства, лет с 10, после просмотра одного очень интересного фильма. Какая страна вдохновляет вас больше всего? Больше всего меня вдохновляет страна Япония. Она такая развитая страна, скажем так. Там высокий уровень жизни. У этой страны очень интересная история. В общем, мне эта страна нравится. Больше всего меня вдохновляет Норвегия. Потому что я читала, я не знаю, как сейчас, но я читала вроде бы год назад точно, что в Норвегии очень много... В Норвегии много людей, которые хорошо зарабатывают. Там почти ни у кого нет проблем с деньгами. У всех хорошая, высокооплачиваемая работа. И Норвегия считается одной из самых чистых, экологичных стран. Поэтому, да, Норвегия — это круто. Конечно же, это моя любимая Россия. Здесь никак, как в других странах. Это самая моя любимая страна. Я не жалею, что я здесь родилась, и все. Германия. Хочу в Германию. Я не знаю, мне так нравятся вот эти маленькие домики, вот эти каменные мощеные улочки, вот эти вот Бреттенбургские ворота. Ладно, фестивали, множество, причем, которые там проводятся. В общем, да, хотелось бы туда. Я, наверное, все-таки патриот своей страны именно. И больше всего меня вдохновляет, наверное, все-таки Россия. Вы знаете, вдохновляет своей широтой, своими просторами. Она очень разносторонняя, мне кажется, Россия, со всех точек зрения. Поэтому для меня это все-таки именно моя страна, моя Россия. Когда я была подростком, я с ума сходила от Великобритании. То есть я читала все, что можно, про историю страны, символику, изучала язык, там все какие-то мелочи, традиции. Так мне все это было интересно, замечательно. В свое время тоже нравились какие-то немецкие традиции. Вообще вдохновлялась Европой в плане, мне нравилась эта архитектура. Мне, пожалуй, сейчас интересно эти старинные здания, которые там стоят, вообще весь этот дух какого-то рыцарства. То есть этим веет, это интересно, конечно, хочется это как-то больше прочувствовать. Но я не могу сказать, что я конкретно вдохновляюсь этой страной, и она во мне что-то меняет. Мне интересно это здорово поизучать до сих пор, посмотреть вообще все, что можно в этом мире. Я, пожалуй, интересом к этому скорее вдохновляюсь, чем какой-то страной отдельной. Никакая, наверное. Россия, я люблю Россию. Россия просто прекрасна. Мне не импонирует никакая другая страна. Я люблю ту страну, в которой я живу, в которой я нахожусь. Азиатский блок. Азиатский блок стран меня просто каждый раз, смотря новости оттуда, глаза, как бы это комично ни звучало, расширяются.
Страны, которые могут вытворять что угодно, живут по своим совершенно законам, ну, что и очевидно, но если где-то в странах законы плюс-минус одинаковые, то азиаты где-то явно уже на другом уровне, выше или ниже, это вопрос уже философский, но законы у них свои, и поведение у них тоже свое, и достижения у них тоже свои. Тоже лазерное ПВО, которое соорудил один из азиатов для отстрела комаров. Мощный лазер, сканирование комнаты, бац, мушка пролетела, лазер ее поджарил, и все. Ну вот и скажите, ну вот как этому не восхищаться у нас, в Питере, где живем на болоте? Россия. Я патриот своей родины. Никакая другая страна не манит меня к себе так, как это делает Россия. Наша страна бескрайняя, она огромная, в ней столько всего красивого. Я живу в Ростовской области. Казалось бы, степь кругом, да и только. А нет. У нас есть Червленая гора, с которой очень красиво смотреть на открывающиеся просторы. Есть такая легенда, что эту гору когда-то построили хазары в начале 9 или 8 века нашей эры, как оборонительное сооружение. В нашей области также находится Танаис, греческое поселение. Очень интересно также посмотреть. Водохранилище Цемлянское, которое, кстати, недавно осушили, и стал виден древний хазарский хуторок. Это все очень-очень интересно. А сколько на Урале всего интересного. Где-то в Челябинской области прячется городок Аркаим. Ему больше 3500 лет. Он был построен раньше, чем египетские пирамиды. Как с такими богатствами, не только природными, но и людскими, можно не вдохновляться нашей Родиной и не любить ее? Какие 3 вещи вы бы взяли на необитаемый остров? Наверное, телефон. Даже если бы там не было зарядки, хотя бы какое-то время можно было бы посидеть в телефоне, послушать музыку, хотя бы хоть что-то поделать. Фотографии, видео записать о том, что я каким-то образом попала на необитаемый остров. Много-много еды. И, наверное, близкого человека. Это, конечно, вещью нельзя назвать, но мне бы хватило телефона, чтобы запечатлеть все моменты много еды и близкого человека. Пожалуй, заправленный вертолет, пилота и чемодан с $1 миллиона. Было бы неплохо. А там уже выберемся, разберемся, все порешим. Но если воспринимать этот вопрос более классически, топор – универсальный вариант, с ним можно делать что угодно, как угодно и зачем угодно. Теперь остался вопрос, что еще добавить в эти 2 вещи. Огниво для комфорта, с ним будет сильно проще развести огонь. Как-никак в походах я уже оттопал достаточно. Ну и что после топора и огнива еще надо? На первое время верь. Книги. Да, вот какую-нибудь книжку. Интересную, в идеале большую. Какая у нас самая большая книга в мире? Вот ее. Если интересно, то почитаем. Забьем время, так сказать. Если не интересно, прекрасно будет сочетаться с огнивом. Первостепенно, я думаю, это аптечка. Как, остров необитаемый, мало ли там что может случиться. Еще бы взяла с собой какой-нибудь набор строительных инструментов, там что-нибудь топорик, веревка, чтобы там такое было. И телефон. А вдруг вообще ловят, и сейчас там СОС, все дела, меня спасут, и все будет хорошо. Связь сейчас есть практически везде. Надо думать наперед. Практично. Знаете, я бы, наверное, не поехала бы на необитаемый остров, это как вариант первое.
Ну а во-вторых, если что вдруг так бы случилось, что крушение самолета, крушение какого-нибудь лайнера, да, и мне бы сказали, что вы можете с собой взять, ну, там, с корабля или самолета только 3 вещи, я бы взяла обязательно ножик, обязательно взяла бы бутылку, ну, то есть какую-то емкость бы для воды, и я бы еще взяла бы, спички, наверное, спички, чтобы добыть огонь, ножик, чтобы в конце концов хоть как-то, хоть что-то найти себе пропитание, еду какую-то. Ну а спички, пусть это мне хватит на короткий промежуток времени, но я так надеюсь, что я буду не одна на необитаемом острове, и кто-то еще догадается взять спички. Ну, в общем, чтобы добыть огонь. Это была бы палатка, комаринка и полотенце. Я думаю, что если не брать в счет еду, питание, какие-то средства для выживания, то я бы, наверное, с собой взяла подушку, одеяло, потому что без этого я бы не смогла. Я очень люблю спать именно на подушке и одеяле, поэтому это обязательно то, что мне нужно для вообще выживания. Вот. Ну, еще, я думаю, я бы с собой взяла какую-нибудь книгу. Да, потому что нужно как-то выживать, нужно как-то вникать во что-то, чтобы меня бы смогло отвлечь. На необитаемый остров я бы, наверное, взяла в первую очередь зажигалку, которая не тухнет при ветре, также топор и пищевую пленку. Ей можно будет что-то обмотать и скрепить. В первую очередь это было бы что-то, чем можно развести огонь. Какие-нибудь там, спички, их там мало в одном коробочке. Зажигалка. Я думаю, первая вещь это была бы такая зажигалка с длинной ручкой. Не ручкой, а такая железная длинная палка. Боже, я не знаю, как это называется. Как минимум зажигалка, в общем, чем можно развести огонь. Второе, это было бы что-то из теплого одежды, скорее всего, или какое-нибудь одеяло, или плед, вот что-то такое теплое. Потому что мало ли там ночью можно и задубеть. Вот. Третья вещь. Я думаю, рюкзак. Потому что мало ли иду я себе, иду там где-то. Что-то увидела, взяла. Потом еще раз что-то увидела, взяла. И что, мне все в ручках таскать? Нет, в рюкзак положил и пошел. Здесь, наверное, банально, мне кажется, как и все. Скорее всего, что-то вроде ножа, топора, спичек обязательно. Костер нужно разводить, огонь это в первую очередь. И, наверное, конечно, это не вещь, но, скорее всего, любимого мужчину. На необитаемом острове в одиночку, мне кажется, будет очень тяжело, особенно женщине. Поэтому, скорее всего, это было бы так. То есть вещи первой необходимости – это чтобы можно было добыть себе пищу, добыть себе огонь и с кем-то поговорить в конце концов. Смотря какой обитаемый остров, какого климата, какой погоды, как говорится. Вот. Я бы с собой взяла, конечно же, вещи, смотря по временам года, еды и палатку. В каком доме вы бы хотели жить? Хотелось бы жить, на самом деле, в уютном доме. Пусть там не будет много квартир, пусть там не будет много комнат, но он будет уютным, светлым и просторным.
Ну, я вообще на самом деле не очень люблю дома. Я больше люблю квартиры. Но квартиры тоже небольшие. Убираться много придется. Ну, то есть двухкомнатной квартиры, мне кажется, достаточно будет. Но я думаю, это была бы квартира. Пока на данный момент моей жизни мне не очень сильно хочется иметь частный дом. Вот. Да, не хочется. Хочу квартиру. Я думаю, так, в многоквартирном доме, этаже на 5, чтобы был красивый вид из окна куда-нибудь на море. Ну или не на море даже, а на красивый город какой-нибудь. Ну, на виды, в общем, красивые, да? Вот. Чтобы в ней было комнаты 3, я так думаю. Или 2 мне в целом хватит. Но если рассматривать вариант, что я живу одна, в целом двухкомнатной квартиры мне, правда, хватит. Вот, там, естественно, туалет и ванна раздельно, пожалуйста. Кухонька небольшая, комнатки красивые, уютные, коридорчик, ну, все по стандарту. Вот. Да, в целом все. Ну, я бы хотела какой-то большой дом, чтобы у каждого было свое место, очень клевое. Хотела бы, чтобы была большая гостиная, где можно было вместе всем собираться, чтобы было несколько санузлов, вот, и была, наверное, еще какая-то такая комната, может быть, игр, где там какие-нибудь приставки стояли, там настолки и так далее. Вот, и в светлых больше тонах, в скандинавском таком стиле. Все-таки я больше люблю такой минимализм, белые, серые тона. Даже в голове это прорисовываю. Говорят, визуализация – это первый шаг. Там, вот, начиная с первого шага. Дом, в котором я хочу жить, это большой-большой замок, где много этажей, около 6, с лифтом, с башенками, где вид из окон открывается на близлежащие окрестности. Небольшое озерцо, очень романтично и красиво. Вы знаете, я очень люблю, вообще мы в семье очень любим природу. И я бы, наверное, хотела жить в доме с красивым видом. Меня даже интересует не сам дом как таковой, а где он находится. Хотелось, чтобы это было какое-то красивое место, допустим, чтобы вокруг рос какой-то лес, либо это где-то горы. И чтобы у тебя был вид, допустим, на какое-то там озеро шикарное, небольшое, вот что-то такое. То есть я бы хотела, наверное, дом с красивым видом просто. Скорее всего, это был бы даже не дом, а квартирка. Я мечтаю о маленькой квартире. Даже, скорее всего, студию. Это если жить самой для себя, либо с партнером, без детей, без питомцев. Вот маленькая, уютная, скорее всего, минималистичная такая вот комнатка. Вот. Да. В двухэтажном, который стоит на земле, и желательно за городом, где нет много машин, где есть свежий воздух, и желательно, наверное, лес. Ну и озеро, где можно купаться. Это был бы деревянный бревенчатый дом в зимних странах, такие как Норвегия, Скандинавия, что-нибудь вот такое. Зима! С камином, с уютом. Ну, правда, им уже нормально современный уже туалет, электричество и все дела. Но вот именно такой. То есть, чтобы было уютно. А для меня вот уют создаст именно вот этот вот бревенчатый дом, хорошее кресло, камин. И да, и я там.
Прекрасно. Какой маршрут вы бы выбрали для кругосветного путешествия? Я бы начала с России. Наша страна – это очень такая большая страна, необъятная. В ней очень много красивой природы. Однако не надо там ехать на моря, океаны, какие-то там Таиланды, Вьетнамы и все, что с этим связано, не обязательно. У нас в России очень много красивой природы. Я бы начала бы с нашей страны. Я бы объездила все, да просто погуглила бы, посмотрела, какие места и начала бы оттуда. Пока бы все не объездила, за границу бы не поехала. Вот, не знаю, вот у меня есть большое желание, да, то есть объехать какие-то центральные города, посмотреть просто, как там люди живут, какая набережная, какие парки, какой быт, какая культура, что люди едят, в конце концов, да, то есть в каждом городе, тем не менее, есть некоторые акценты. Я бы прошелся, наверное, по каждой стране, имеется в виду из тех, которые на слуху, то есть это страны европейского блока, азиатского, то есть Япония, Китай, там, Франция, Германия, Америка, что-то такое, то есть то, что вечно на слуху. И я бы ездил не в столичные города, по типу Парижа, Берлина, а ездил бы вот по приграничным городам. У меня были знакомые, которые были вот как раз в одном из приграничных городов, не приграничных, а пристоличных, прошу прощения, городах Франции, Парижа. Это было, они показали фотографии, оттуда рассказывали, это великолепно. Вот именно то, как и куда я хотел бы. Наверное, бы я выбрала через Алтай поехать зимой. Алтай, Южная Корея, и Крым. Все. Начиная со своего маленького городка, я бы объехала для начала всю Россию, все города нашей страны. И очень, на самом деле, хотелось бы побывать в Африке. Я не знаю, я с детства, лет с 10, после просмотра одного очень интересного фильма, в фильме была очень красивая девушка, и мне очень захотелось в Африку. Но, по моему мнению, достаточно много красивых людей там живет. Вопрос, конечно, очень-очень интересный. У нас такая большая планета вообще. Хочется все везде увидеть. Классного, интересного. Допустим, я в Самаре. Если начинать уже от Самары, то я поехал, наверное, по России до Владивостока. Прям вот так, что вот и до. Там можно в Японию заглянуть. Все-таки там вода, все такое. Попасть в Америку, северную и южную. В Австралию заглянуть. Из Австралии, наверное, в Африку. Все там посмотреть. Потом через Средиземное море, Европа, хоп, и мы в Самаре обратно. Как я уже говорила ранее, я предпочитаю больше, вообще люблю больше природу, больше что-то такое экзотическое. То есть Европа, наверное, не совсем мой вариант. То есть Америка у меня сильно не прельщает, хотя на самом деле там, возможно, очень много есть мест, именно природных мест, которые можно посетить, но я бы выбрала, наверное, что-то более экзотическое все-таки, что-то вроде Шри-Ланки, что-то Мачу-Пикчу, вот что-то вот такое интересное именно в природном смысле. То есть меня больше интересует кругосветка именно по природным каким-то ландшафтам, по природным каким-то интересным местам, вот что-то такое, то есть более природное. Не огромные там небоскребы, не города с небоскребами, нет. Что-то более природное, что-то более экзотическое такое. Для начала это путешествие по собственной стране. Россия огромна, она бескрайна.
В ней огромное количество красивейших мест, которых больше нет нигде на планете. Озеро Байкал, Уральские горы. И это можно перечислять очень-очень долго. Оттуда очень хотелось бы отправиться в старинные европейские города: Лондон, Париж. В Брюсселе бы очень хотелось побывать, в Лиссабоне. Из Европы интересно было бы побывать на Дальнем Западе, попасть в Соединенные Штаты Америки, в Канаду. Из Северной Америки хотелось бы попасть в Южную Америку. Очень много где хотелось попасть, именно проплыть на корабле. Какой маршрут? Я думаю, что я бы сначала объехала всю Россию, потому что у нас настолько большая страна, что я думаю, в любой точке в России везде по-разному. Не может быть так, что где-то там все одинаковое. Поэтому сначала я бы исследовала всю Россию, а потом бы начала с азиатских стран. Потому что я очень люблю всякую Азию, Японию, Китай. Это для меня просто... Я очень хочу там побывать. Мне очень интересно. Интересна культура, люди. Ну и дальше, скорее всего, какие-то восточные страны. И да, вот такой бы у меня был маршрут. Начать хотелось бы со стран Европы. Ну, это стопудово Германия. Да? Вот. Оттуда я бы хотела отправиться, думаю, в Великобританию. Там уже в Северную Ирландию. Я помню, я делала по ней доклад, и мне очень сильно понравилась эта страна. Вот, из Северной Ирландии хотелось бы в Канаду. Тоже интересное для меня местечко. Вот. А оттуда я бы, думаю, отправилась на восток России и с востока уже проехала бы вдоль всю нашу страну. Россия, на самом деле, очень большая страна, и мне по ней тоже хотелось бы попутешествовать, потому что это огромное количество народов, это огромное количество разных регионов, климатов, природных красот, и это интересно, это красиво, это было бы очень захватывающе. Никакой, вот честно, никакой, потому что я не очень люблю находиться долго в дороге. Вообще путешествие — это не мое. Какой сувенир вы бы хотели получить из другой страны? Такой вопрос очень интересный. Знаете ли, я бы, скорее всего, вот мне очень сильно нравится такое животное, как коала. Я бы была не против, если бы мне кто-то привез из Австралии, да, то есть не то, что вот у нас и здесь в магазинах продаются данные игрушки, но вот было бы очень приятно, если бы данный сувенир мне бы привезли из самой Австралии. Я думаю, это был бы съедобный сувенир, потому что я очень люблю всякую еду, особенно из других стран. Я хочу все попробовать, что-то есть в этом мире, все самое необычное. Особенно если, да, это, допустим, будут какие-то чипсы со вкусом, не знаю, моркови. Вот, поэтому я думаю, что это был бы для меня самый лучший сувенир, потому что я бы очень хотела попробовать какой-то необычный вкус, который, скорее всего, есть в другой стране, но нет в нашей. Ну, это, наверное, был бы автограф известной группы, которая, так сказать, я фанатею. Ну, по поводу сувениров, тут, наверное, дело в том, наверное, из какой это страны. В любом случае, сувенир, мне кажется, должен олицетворять или напоминать о стране, в которой вы были, или какие-то ассоциации производить с этой страной. То есть, если это, допустим, Мексика, то там сомбреро, Швейцария — шоколад, часы,
То есть, если это Эйфель, к примеру, Франция, то сыры, статуэтка Эйфелевой башни. Вот у меня, допустим, из Таиланда, вот моя личная ассоциация почему-то больше всего запомнилась, когда мы были в Таиланде, это слоны. Вот у нас есть фотография со слонами, да, у нас есть магниты со слонами, есть статуэтки слонов. Вот у меня, допустим, вот лично мой лично сувенир из Таиланда, это вот слоны, которые мне именно напоминают о данной стране, и нам очень там понравилось. И вот больше всего запомнилась почему-то именно слоновья ферма. Поэтому, вот, допустим, с Таиланда это какая-нибудь фигурка слона, к примеру. Ну, вот лично для меня. То есть сувенир должен ассоциироваться, мне кажется, с вас, прежде всего, с данной страной, и напоминать о ней. Наверное, я бы хотела получить брелочек такой с Эйфелевой башней из Франции. Очень уж мне нравится башня эта. На самом деле я обожаю магнитики всякие разные. То есть у меня не только из путешествий, из подарков магнитики, в принципе, я собираю, коллекционирую. Это очень-очень здорово. Особенно классно, когда там какой-то антураж изображен. И еще клево именно погрузиться в культуру этой страны, поэтому здорово попробовать какую-то еду, может быть, специи, напитки. Очень классно, всегда было очень ценно, если друзья это привозили. Прям обожаю. На протяжении последних нескольких лет мне очень сильно хотелось бы съездить в Германию. Я не могу ответить каким-то рациональным ответом, почему именно туда, но мне просто как будто бы очень сильно нравится эстетика Германии. Вот, я знаю, что там делают самые вкусные, наверное, колбаски. Вот, возможно, хотела бы получить их, но если говорить именно о сувенире как, такой классической какой-то небольшой штучки, да, как мы обычно привозим там какие-то магнитики и какие-то прикольные предметы, возможно, мне хотелось бы получить мини-версию Бранденбургских ворот. Вот. Я уверена, что такие есть, потому что они мне нравятся. Это очень такая красивая достопримечательность. И, скорее всего, я хотела бы получить в качестве сувенира именно вот уменьшенную такую версию. Вот как делают мини Эйфелевы башенки. Вот хотелось бы получить Бранденбургские ворота. Как человек, который всегда предпочитает практичность, но в то же время это должен быть как и подарок, я бы, наверное, всегда ориентировался на страну, куда едет человек, который хочет привезти мне какой-то сувенир. Если это какие-то страны более восточные части, то это был бы чай. В любом случае чай. Мне уже возили и турецкие чаи, и пуэр, и люблю чай. Чай – это прекрасно. Если же какая-то более западная часть, то это инструментарий, что-то такое, техника, просто что-то из культуры, непосредственно универсальный вариант. И с южной, соответственно, это именно рукоделие. Это славится своими нюансами, так скажем. Для меня сувенир – это та вещь, которая будет напоминать о человеке, который преподнес, передавать атмосферу той страны, откуда она была привезена. Поэтому это может быть небольшой магнитик или корабль бутылки. На самом деле хотелось бы получить какую-нибудь статуэтку, либо брелочек в виде Эйфелевой башни. Не знаю, мне кажется, это очень красивым и эстетичным.